Приветствую, дамы и господа. Ну что, ранги, сезон второй, Modern Warships. И вот я доскакал до бриллианта 3. Дальше как бы скакать некуда, дальше лбом можно стукнуться об вот эту вот серую штуковину, чтобы она тут не значила. Вот, то есть, по сути, ранги я прошел плюс-минус, ну и вот решил такие быстрые первые впечатления записать, потому что, ну, надо еще смотреть, что там будет с магазином и так далее и тому подобное, чтобы потом уже это все как-то разобрать, как следует обсудить этот вопрос. Ну, а сейчас давайте вот первое впечатление и, как говорится, погнали. Итак, первые такие общие впечатления, что можно сказать об этих рангах? Ну, впечатление такое, что перед тобой стоит огромный чан с жидким дерьмом, под которым разведен небольшой костерчик, и вот он на медленном огне, вот, там вот, вот булькает это все, варится там, что-то как-то кипятится потихоньку. И на дне этого чана лежат какие-то вещички интересные, и тебе надо туда за ними прыгать. Как бы, прям в одежде туда прыгать и их доставать. Никто тебя не заставляет. Играть в ранге или не играть, это тебя никто не заставляет. Хочешь — играй, не хочешь — не играй. Это исключительно твое дело. Поэтому, ну, как бы, это выбор каждого. Вот. Но, как бы, смысл в том, что удовольствие от игры ноль, по той простой причине, что ты уже играешь на результат. Это соревновательный режим. И играешь ты не на свой результат, а на командный результат. Да? А команда, как бы, ну, ее как бы нет. Ее нет. Я не буду сейчас говорить о том, что там союзники, там, шкафчики не понимают ничего, там, лезут куда не надо. Хотя они лезут и не понимают. Но речь не об этом, как бы каждый играет, как он может, как он хочет. Это вообще личное дело каждого. Бесполезно. Если вам нужна командная игра, в кланы надо идти, в отряды и так далее. Но если мы берем техническую сторону вопроса, то как бы все очень плохо, потому что балансер, он здесь работает, не работает. Если посмотреть, допустим, на команды, на состав команд, можно вот ты заходишь в бой, ты видишь, что у противника есть авик, у вас нет. Это значит, что противник будет играть зрячим, а он будет постоянно видеть все ваши передвижения и будет понимать, что ему делать, а вы будете слепые. Потому что, ну, вам никто не посветит. Ну, плюс вам еще на башку будет сыпаться всякое там от авика. Да, было даже такое, что у противника было полтора авика, а у нас ни одного. То есть у него был авик, еще какой-то там экраноплан, что ли, с самолетами или с дронами. И все небо было забито битком, и вот это вот все, и мы там, короче говоря, либо ты в небо отбиваешься, либо от кораблей. Вот. Второй момент — баланса отрядов. То есть в одной команде отряд есть, в другой отряда нет. И как бы, ну и все. То есть та команда, которая с отрядом, ей повезло. Та, которая без отряда, ей не повезло. Ну и все. То есть исход боя уже предрешается заранее. И, как по мне, это неправильно. То есть в техническом плане ранги абсолютно были не готовы, выпускать их было рановато. Ну, совсем рановато. Я выпускать такие ранги еще не стал. Вот. Ну и, в принципе-то, вот как бы пока все впечатления. Больше какие тут еще впечатления. Все остальное — обычные бои. Бои как бои. Поэтому, ну, не знаю, посмотрим, какие будут награды. Обещали обновить магазин. Может быть, оно того стоит, как бы бодаться вот в этом режиме, вот в таком формате. Ну, если нет, тогда я и не знаю. Ну, мне-то оно как бы надо, потому что я все-таки какие-то видео делаю по игре. А обычным игрокам черт его знает. Но, как я уже сказал, это личный выбор каждого — играть или не играть. Ну, вот такие вот впечатления у меня лично сложились, как бы. Не претендую на истину в последней инстанции, я просто излагаю вот свое видение, как я, обычный как бы игрок, там не прогеймер, ничего такого. Как я это вот вижу по-своему, да. Кто играл в отрядах, черканите в комментах, вы за сколько это все прошли, там, за час, за полтора, да, потому что отряды, как бы, они шли как асфальтовый каток и просто переезжали через всех. Если отряд попался в твоей команде,
Повезло, победа в кармане. Если в противоположное, ну, усё, поиграл. А вот, так что, ну, как-то вот так. Ну, по технической стороне, там, с кораблями, эти авики, там, вся эта вот фигня с самолетами, ну, да, да. Проблема, но, наверное, все-таки отряды большая проблема, потому что, получается, кому-то прохождение рангов, оно легкое, приятное, да еще и в приятном обществе, да, там, друзей, товарищей, а остальные, как говорится, для них как бы мясо слегка. Вот такие вот впечатления. Но еще раз повторюсь, это первое впечатление. Я там еще, может, дальше поиграю в эти же ранги. Там можно же еще дальше играть, какие-то очки набирать. Непонятно зачем. Ну, мало ли. Пригодятся. В хозяйстве очки пригодятся. Вот. А когда это все закончится, можно будет посмотреть и призы, и так далее. И вообще как-то это все уже разжевать более подробно. Ну, а на сегодня у нас все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канал, проставиться лайком. Всем всего. До встречи.